Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал. Меня зовут Виктория. Как-то в своем видео про парфзависимость упомянула, что мне всегда нужно обоснование, сейчас, когда я уже осознанно коллекционирую ароматы, обоснование купить парфюм. Просто понравился, мне приятно его носить, это не повод. Я очень скрупулезно отношусь к покупке аромата. Спонтанно я очень редко что-то покупаю. Ароматы, которые я купила с обоснованием для себя, что это шедевр парфюмерии, он должен быть в моей парфюмерной коллекции. И первый аромат, который у меня с таким обоснованием появился, на самом деле он у меня появился по обмену, но я его собиралась покупать. Так даже лучше вышло. Это туалетная вода, это Crystal Noir Versace. Кокос, древесность. В начале здесь есть имбирь и сандал. Аромат и белые цветы. Аромат такой соленый, белоцветочный, кокосовый. Он считается, да, эротичным ароматом, сексуальным ароматом. И вы знаете, у меня с годами менялось восприятие этого аромата. Первый раз я с ним познакомилась, он был у моей подруги. И мне он казался вот более белоцветочным. И я не слышала вот этих соленых нот в нем. И я не скажу, что он мне не нравился на ней. Наверное, больше он мне с ней ассоциировался, и его не хотелось мне самой купить. Я прям как-то с ним не коннектилась. Но потом, вот уже когда я начала увлекаться парфюмерией, я заново попробовала этот аромат, и он у меня вообще по-другому как-то воспринимается мной по-другому. Это для меня аромат пляжа, песка, вот этих вот соленых нот, ну, знаете, не морских, нет вот этой морской свежести, а скорее это какое-то масло кокосовое, да. Вот ты когда лежишь, загораешь, ты можешь еще кокосовое масло на себя нанести, и вот на разгоряченное тело, когда его наносишь, вот такой аромат. А, Туалетная вода. Сейчас говорят, новая парфюмерная вода или даже парфюм, по-моему, концентрация парфюм, и там вообще нет кокоса. Мне интересно, что это вообще такое. Если вы пробовали, он где-то появился, расскажите. Так, дальше это старичок, это Insolence от Guerlain, и мне повезло купить его еще вот в этом старом флаконе. Аромат пудры немножко напоминает метеорит и Guerlain, но более такой концентрированный аромат. Кто-то говорит про земляничное мыло. Пока мне не написали, я не слышала, а теперь я его слышу, и мне нравится. Мне очень нравится этот аромат, и вот одной его капли достаточно, чтобы он просто заполнял собой комнату, звучал очень громко. Кстати, у меня туалетная вода. У меня туалетная вода. Туалетная вода, она более звонкая. Она более именно вот здесь верхние ноты, да, они, по-моему, тут появляется то ли как раз земляника, что-то тут появляется в верхних нотах, я не помню, что отличает от парфюмерной воды. Парфюмерная более мягкая. Ну, конечно же, Шанель номер 5. А, и опять, да, вот здесь надо это сказать. Я не покупала эти ароматы просто вот, знаете, так слепую, чисто по Шанель номер 5 должен быть, и купила. Нет. Я долгое время не понимала вообще этот аромат. Для меня это были выносящие мозг альдегиды. Это даже не про какие-то, знаете, как старые сундуки, вот что-то такое рассказывают. Нет, для меня это были свербящие альдегиды и больше ничего. Но я попробовала этот аромат в жару. Я думаю, что и на горячей коже он также открывается. Альдегиды, они смягчаются, они улетучиваются. И здесь потрясающе красивый цветочно-пудровый аромат. Вот что скрывается под этими холодными ледяными альдегидами. Но в жару эти альдегиды, они просто жизненно необходимы. Они так освежали.
Они как-то, как будто бы, вы знаете, вот ты как сонная муха уже не можешь из этого марева какого-то выбраться. И этот аромат, он просто разрезает этот воздух, как, знаете, как кондиционер включили, он тебя окатил, охладил, и ты прям такой бодрый, бежишь делать дела. Вот такой вот это аромат. Ну и, конечно, это шедевр. Это шедевр, это я рада, да, что тут совпало вот в этом случае, что он мне все-таки понравился, я его поняла, и он у меня в коллекции. И тут уже, ну, уже к половине приближается. Хотя ношу я его только в жару, ну, в тепло. Вот я его сейчас начала носить. Он у меня стоял на прикроватном столике. Самсара. Этот аромат я тоже долго не понимала. А для меня тут в верхних нотах, у меня, кстати, парфюм, у меня парфюмерная вода. В верхних нотах здесь есть, я забыла, какие тут верхние ноты, но что-то вот такое сродни альдегидам, что-то такое же сверлящее, ну, как мне это казалось. Но в тепло и в жаре, и на горячей коже аромат открывается красиво. Древесно, ванильно и жасмин. Конечно, тут есть жасмин. Тут очень красиво, очень мягко, уютно, женственно. А, тут еще есть цитрусы. Вот, вот, чуть не забыла. Да, тут цитрусы. И, по-моему, в туалетной воде они более громкие. Это у меня старый флакон, еще в пчелках, как говорится. Есть новые с плечиками. Да, в новых ароматах там немного другое звучание. Ароматы полегче, они более диффузные, они как будто бы более легкие, но держатся тоже очень хорошо, долго, шлейфят. Ну, как будто, знаете, правда, как будто консистенция стала полегче. Как будто бы, знаете, помол, вот знаете, кофе есть более крупного помола и мелкого. Вот как будто бы помол стал намного мельче, прям совсем как пудра. Это вот если сравнивать их именно звучание. Коко от Шанель. И у меня есть концентрация духи. И я долго не могла его носить, этот аромат, и вообще его не понимала. А потом как-то раз, опять-таки, в жару, вообще я Шанель полюбила в жару. На мне они стали открываться красиво. В жару я нанесла эти духи, влюбилась в них и подумала, что у меня обязательно должна быть еще парфюмерная вода. И это не я, честно, столько использовала. Я купила остаток во флаконе, потому что, ну, у меня есть духи и ношу я только в жару эти ароматы. Они на мне не открываются в другое время. Gucci Rush. Совершенно неожиданно меня накрыло Gucci Rush'ем. Мне прям очень захотелось этот аромат. Знаете, и так интересно, что в моих воспоминаниях о Gucci Rush он был совсем другой. Он был тот самый, какой-то вызывающий, чуть ли не вульгарный. Но когда я его попробовала, я думаю: "Господи, так это же такая нежнятина, это же персики, это же белые цветы, это пачули". Я тут не слышу никакого пластика, который слышала в начале. Чем больше я его стала носить, это пачули, да, я не слышу этого пластика. Хотя, наверное, что-то предполагается, да, но не зря сделали у него вот такой флакон пластиковый. Это необычно. То есть это не какой-то компот такой персиково-цветочный, а вот эти пачули немножечко такие мрачноватые, даже где-то подвальные, в сочетании вот с этим радостным персиковым нежным началом аромата, они дают такой контраст и делают аромат очень интересным. И он освежающий, я его вполне представляю носить летом. И да, да, тоже должен быть в коллекции. Вот лично в моей парфманьяческой коллекции он должен быть. А, ну ладно, вы же понимаете, да, что парфманьячество здесь это не диагноз, это просто такое выражение, это в кавычках, просто коллекция. Так, это она. Это императрица Дольче Габбана. Когда мне вдруг приспичило и захотела этот аромат, и я думала, ну,
Может, это какое-то временное явление, может, что-то там, ветер сменился, погода изменилась, я потом передумаю. Но в голове вот опять это обоснование, что это шедевр, это должно быть в коллекции, потому что, ну, он жив до сих пор, согласитесь. У него был пик, был просто взрыв рынка, да, в свое время. Этот аромат, как рассказывают, я не встречала его на каждом шагу, да, но говорят, что вот он был на каждом шагу, он был у всех, его все хотели, все покупали. Но мне кажется, что нет человека, который хоть как-то бы интересовался парфюмерией и не знал этот парфюм. Это какие-то сочные фрукты. Я не могу сказать, что это арбуз. Я знаю, что он тут заявлен, но вот для меня не обязательно. Это может быть и груша, это может быть где-то и арбуз, тут какое-то сочное яблоко. Это просто фруктовый, ну не взрыв, это фруктовый салат. Да, это он. Аромат свежий, аромат, для меня, да, на моей коже он даже где-то звучит немного косметически, в том смысле, что это могла бы быть отдушка какого-то крема для тела, крема для лица, ну, какого-то уходового средства. И мне это очень в нем нравится. Я такое люблю. Да, на мне он не звучит очень долго. К сожалению, я его частенько обновляю. Прям вот так, не жалея. Мне недавно появился, и смотрите, уже сколько нет. Tom Ford Black Orchid. И у меня туалетная вода 2023 года. Но, да, у меня нет парфюмерной воды, но рынок взорвала именно парфюмерная вода. Когда она вышла, это был просто супер популярный аромат. Он был вот у каждой, да, это вот, ну, вы понимаете, это как Бакара Руж. Он это всюду звучал. Это был какой-то признак статуса, модности, сексуальности, привлекательности. Вот чем был этот аромат. В то время у меня его не было, мне его не хотелось. И вообще для меня парфюмерная вода, она, ну, довольно-таки тяжелая. А вот туалетная именно 23 года для меня то, что надо. Аромат стартует ярко, и он может показаться громким, но потом он усаживается на кожу, он хорошо держится очень долго, но он более интимный, у него нет такого поглощающего, у него нет такого всепоглощающего шлейфа. Здесь есть шоколадный трюфель, есть слива и есть орхидея. И для меня в аромате как будто есть аромат, для меня в аромате как будто есть пломбир шоколадный, какая-то вот такая сливочно-шоколадная нота. Это тут не заявлено, это вот какое-то мое восприятие. По-моему, тут еще есть пачули, но я не уверена. Я не уверена. Тут есть точно шоколадные ноты. Даже если тут есть пачули, то, ну, они какие-то другие, они не звучат как шоколадные пачули. Монпари от, господи, Герлен хотела сказать, от Ив Сен-Лоран. Я купила этот аромат, когда я искала ароматы с клубникой. Тут есть клубника, тут есть шампанское. Это такой радостный фруктовый аромат. Ой, кстати, я так давно его не носила. Но клубника, не сказать, чтобы тут какая-то прям натуральная. Нет, ничего подобного. Это парфюмерная клубника. Аромат очень игристый. Он такой искрится, может, вот поэтому тут шампанское. Наверное, да. Он очень-очень игривый, очень женственный, скорее весенний. У него такое настроение несерьезное. Хотя это ведь шипр. Тут, кстати, есть мох в базе. Вспомнила неожиданно. Тут есть в базе мох. Да. И вот он становится таким глубоким, интересным именно в раскрытии. Не на блотере, в нем этого не услышишь, именно на коже. Он очень стойкий, очень, очень. На одежде, я помню, у меня на свитере он неделю звучал, вот как будто я его только что нанесла. Так, у меня этот аромат есть только вместе. Мист для волос это Жадор от Dior. Сейчас я его нанесу.
Очень давно я его не наносила на себя. Даже не знаю, будет ли он звучать, да, когда волосы такие вот собранные. Не знаю. Белые цветы, много-много белых цветов, фрукты. Этот аромат очень похож на парфюмерную воду, но он прям легкий. И здесь есть какой-то такой шампунистый оттенок, как будто бы вы помыли голову шампунем с ароматом Жадор от Dior. Вот такой вот эффект. Почему я не решилась на сам Жадор? Я даже не знаю, мне почему-то не хотелось вот сам Жадор. Он для меня какой-то очень взрослый, очень серьезный, а, и немножко не коннектится со мной. Вот опять же, да, и я решила, что такой аромат должен быть в коллекции, и пусть он у меня будет в мисте для волос, потому что часто мист для волос я с какими-то другими парфюмами миксую, и мне нравится. Вот как мист я полностью довольна. Ну, аромат хороший, опять же, да, я говорю, что ну просто вот не мое, но мне хотелось, чтобы вот этот флакончик, этот аромат был в моей коллекции. Pure Poison Dior. А, и опять же, да, я тогда подумала, когда я его решила все-таки купить, что ну, хоть один я должен быть в коллекции, хоть один. И купила именно этот. Он мне вот прям очень его захотелось. Для меня это чувственный аромат, это сексуальный. Тут белые цветы, тут дерево. По-моему, в начале есть какие-то цитрусы. Аромат не чистоты, да, как вот его иногда понимают, какой-то цитрусовый свежий аромат или свежевыстиранного белья. Нет, здесь другое. Здесь белые цветы, в первую очередь. И вообще тут сочетание нот, по-моему, тут еще есть амброксан или мускус, белый мускус, что-то такое есть тут в аромате. Но для меня он уникален. Ой, как он на мне, Монпари звучит. Для меня этот аромат именно вот в сочетании, да, этих нот тут рождается что-то вот, ну, такое уникальное, такое узнаваемое. Я помню, когда я нанесла этот аромат на себя, мой муж сказал: "Господи, я это знаю, я точно знаю этот аромат". Хотя он не увлекается парфюмами, он вообще немного о них знает, да, но сейчас уже намного больше благодаря мне. Но в целом он никогда не был человеком, который а, знал, ходил там по магазинам, тестировал, узнавал. Нет, и поэтому даже он, да, далекий от мира парфюмерии, узнал этот аромат. Он узнаваемый, он очень, я думаю, популярный был в какое-то время. Хорошо или нет, то, что он узнаваемый, я не знаю. Как вот для вас? Напишите. Хорошо, что ваш аромат очень узнаваемый, особенно если он из прошлого. Ваниль. Как же я забыла? Тут же еще есть ваниль. Да, древесность, ваниль, белые цветы. Вначале, мне кажется, есть какие-то цитрусы, но не навязчивые. И вот в этом сочетании, в уникальном, вся суть этого аромата. Я его очень-очень люблю и очень рада, что вот у меня есть вот такой вот яд. Насчет остальных, не знаю, не знаю. Еще один аромат. У меня он вот в такой вот миниатюрке. Кстати, у меня еще есть мист для волос. Это Бакара Руж 540. Она отличается, конечно, от парфюмерной воды, но мне она очень нравится. Там есть вот эта вот клубничность, я ее больше чувствую как какую-то фруктовость в начале. И есть узнаваемые нотки Бакары Руж 540. Саму Бакару Руж я ношу крайне редко, крайне редко. Вначале я вообще для меня бинты и йод, и вот ничего больше. Вот что для меня была Бакара Руж. После того, как я поносила мист для волос, я как-то привыкла, у меня изменилось отношение. Я чувствую здесь еловую базу,
очень-очень классную, она мне очень нравится. Я не чувствую, до сих пор не чувствую никакой клубники, к сожалению. Сахарность вначале чувствую. Наверно, да, это не бинты ее. Вот я после того, как понюхала шафран, я поняла, что это шафран дает мне вот это вот ощущение бинтов и йода, и стала по-другому аромат воспринимать. Но все равно вот каждый день меня к нему не тянет. Вот прям иногда бывает настроение, но у меня есть куча ароматов сейчас, похожих на Бакару Руж, поэтому их всех и вот этой вот мне хватит очень надолго. Но я подумала, что вот это тоже должно быть в моей коллекции. Ну, и еще я рассудила, что покупать целый флакон, который, да, вот тут 5, по-моему, миллилитров, и я отсюда использовала миллилитр. Ну, то есть, или сколько там, полтора, наверное, миллилитр использовала. И покупать флакон целый, чтобы использовать из него, ну ладно, даже 10 миллилитров за 2 года или за год, ну, совсем нецелесообразно. А если еще он начнет парить, а флаконы это делают, теперь я это знаю. Нет, я решила, что такого мне не нужно, не нужно. Вот, друзья, надеюсь, что ничего не забыла. Ну, может быть, что-то и забыла, что-то купленное вот из мотивации, что это должно быть в моей коллекции парфманьяка. Все, друзья, спасибо вам большое, что вы посмотрели это видео до конца. Обязательно пишите в комментариях, какие вы парфюмы считаете обязательными к покупке, к приобретению в свою коллекцию парфманьяка, либо вы считаете, что таких ну вообще нет, да? Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, это очень важно для меня, очень важно для продвижения моего канала. Это абсолютно, да, абсолютно бесплатно, это занимает мгновение, но это очень важно, поэтому сделайте это прямо сейчас. Все, я всех целую, обнимаю, всем спасибо, всем пока-пока.